Так, после того, как закончите одну перепонку, оставьте нитку для пришивания, отрежьте, закрепите. И вторую перепонку вяжете точно так же. На второй перепонке вот этот маркер не ставьте. Нам хватит на одной. Это для того, чтобы не забыть, до которого ряда вязать одинаково среднюю перепонку. Теперь будем вязать среднюю перепонку. Средняя перепонка вяжется с 1 по 34 ряд включительно, то есть в 34 ряду 34 столбика без накида. Вот я вам говорила, что мы после 34 ряда будем вязать по-другому. Дальше-то мы вязали до 50 ряда. Здесь у нас 50 рядов. Вот. А средняя перепонка будет, включая 34 ряд. Вот я ее связала. Значит, еще раз повторю. Здесь 34 ряда. Вот он, 34. И здесь 34 столбика без накида. Так, 34 столбик провязали. Одна воздушная. Поворачиваемся. 35 ряд. В третью петлю вяжем прибавку. 1, 2, 3. Вот сюда. 1, 2. И далее 16 столбиков без накида. Значит, в 35 ряду 18 столбиков без накида. 16 столбиков. 1, 2, 16. Одна воздушная. Поворачиваемся. 36 ряд. В четвертую петлю. Вот она. Столбик без накида. 1, 2. А нам нужно всего 17 столбиков без накида. Так, сюда будет 16. И в самую последнюю петлю 17. Одна воздушная. Поворачиваемся. 37 ряд. Прибавка в третью петлю. 1, 2, 3. Так, прибавка. И далее 13 столбиков без накида. Значит, должно в этом ряду получиться 15 столбиков. 1, 13. Одна воздушная петля. Поворачиваемся. Так, в четвертую петлю. 14 столбиков без накида. Значит, в 38 ряду 14 столбиков без накида. 1, 2, 14. Одна воздушная петля. Повернулись. 39 ряд. Прибавка. 10 столбиков без накида. И в 39 ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Так, в третью петлю заходим. Прибавка. 10 столбиков. 1, 10. Одна воздушная. Поворачиваемся. 40 ряд. 11 столбиков без накида. Здесь заходим в четвертую петлю.
1, 2, 11. Одна воздушная. Повернулись. Прибавка 7 столбиков. И в 41 ряду должно получиться 9 столбиков без накида. Прибавка 7 столбиков. 1, 7. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. 42 ряд. 8 столбиков без накида. Заходим в 4 петлю. 1, 8. Одна воздушная. Поворачиваемся. 43 ряд. Прибавка в 3 петлю. 1. Сюда же 2. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 43 ряду 6 столбиков без накида. Воздушная. Поворачиваемся. В 4 петлю заходим. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. Так, под 3 петлю прибавка. И сюда 2. И 1 столбик без накида. В 45 ряду 3 столбика без накида. Одна воздушная. Поворачиваемся. 46 ряд. Вот в 4 петлю 1 столбик. И в самую крайнюю еще 1 столбик. 2 столбика без накида. Так, закончили мы 46 ряд, в котором 2 столбика без накида. Так, теперь здесь нитку небольшую оставьте, отрежьте и закончим. Так, закончили мы с вами 46 рядом. Возвращаемся к 34 ряду. Вот он, 34. И будем вязать 47 ряд. Отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в 7. Так, провязали петлю. И еще одну воздушную. 1 столбик без накида. Всего нужно провязать 11 столбиков без накида. Это 2, 10. В последнюю петлю 11. Воздушная петля. Поворачиваемся. Так, в 3 петлю прибавка. 1. И сюда же 2. И еще провязать 7 столбиков без накида. И в 48 ряду должно получиться 9 столбиков без накида. Вяжем 7. 1, 7. Одна воздушная. Поворачиваемся.
49 ряд, 8 столбиков без накида. В 4 петлю заходим. 1, 2, 7 и под последнюю петлю 8. Одна воздушная, поворачиваемся. 50 ряд. Заходим в 3 петлю. Прибавка. 1, 2. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В 50 ряду 6 столбиков без накида. Одна воздушная. Поворачиваемся. 51 ряд. Заходим в 4 петлю и провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и под последнюю петлю 5. Одна воздушная, поворачиваемся. Заходим в 3 петлю. Прибавка. 1 и сюда же 2. И еще 1 столбик без накида. То есть в 52 ряду 3 столбика без накида. Одна воздушная петля. Поворачиваемся. 53 ряд. Заходим в 4 петлю. 1. И в последнюю петлю еще 1. То есть в 53 ряду 2 столбика без накида. Так, одна воздушная. Поворачиваемся. И теперь делаем обвязку. Так, 1. Сюда же рядом. 2. Еще в одно отверстие. 3. В боковую часть 4. 5. 14. Вот сюда обязательно, типа боковой части было. 15. И дальше 6. 21. И далее боковая часть. Здесь 3 петли. Опять боковая, 3 петли. И так вяжем, обвязываем до конца нашего изделия. Так, вот я провязала 44 столбик. Теперь вот эту петлю распустим. Вот где мы закрывали. И вот в нее провяжем 45. Все. Теперь нитку отрезаем. Оставьте для пришивания подлиннее. Отрежьте и закрепите. Вот, и у вас вот такой уголок получится. Вторую деталь вяжем точно так же. Теперь мы должны с вами связать маленькую перепонку, то есть третью. Первая у нас большая. Вот.
Маленькую вяжем точно так же, как и большую, и среднюю, но до 16 ряда. Вот 16 ряд, 16 столбиков без накида. Так, значит, закончили мы 16 ряд, в котором 16 столбиков без накида. Одна воздушная петля, поворачиваемся. И далее в первое отверстие, то есть под третью петлю, прибавка. И далее 14 столбиков без накида. 1, 13. И под предпоследнюю петлю 14. В этом ряду 16 столбиков без накида. Далее одна воздушная петля, поворачиваемся. Заходим под четвертую петлю. 15 столбиков без накида. 1, 14. И под последнюю петлю 15. Одна воздушная петля, поворачиваемся. 19 ряд. Прибавка. Вот в первое отверстие. И далее 12 столбиков без накида. 1, 12. Значит, в итоге в 19 ряду 14 столбиков без накида. Одна воздушная, поворачиваемся. Заходим в четвертую петлю. 13 столбиков без накида. 1, 12. Тринадцать. Одна воздушная. Поворачиваемся. 21 ряд. Прибавка. В первое отверстие. И далее 10 столбиков без накида. 1, 9, 10. Значит, в 21 ряду 12 столбиков без накида. Одна воздушная. Поворачиваемся. 22 ряд. 11 столбиков без накида. Опять в четвертую. 10. Одиннадцать. Одна воздушная. Поворачиваем. 23 ряд. Прибавка. Девять столбиков без накида. И в этом ряду должно получиться 11 столбиков без накида. Значит, 9 столбиков. 1, 8, 9. Одна воздушная петля. Поворачиваемся. 24 ряд. 10 столбиков без накида. Заходим в четвертую петлю. 1, 9,
10. Одна воздушная. Поворачиваемся. 25 ряд. Прибавка. И далее 8 столбиков без накида. В итоге в этом ряду должно получиться 10 столбиков без накида. 1, 8. Одна воздушная. Повернулись. Заходим под 4-ю петлю. 9 столбиков без накида. 1, 9. Одна воздушная. Поворачиваемся. 27 ряд. Прибавка. Семь столбиков без накида. Итого в этом ряду должно получиться 9 столбиков без накида. 1, 7. Одна воздушная. Поворачиваемся. 28 ряд. Заходим в 4-ю петлю. 8 столбиков без накида. 1, 8. Одна воздушная петля. Поворачиваемся. 29 ряд. Прибавка 6 столбиков. Итого в общей сложности должно быть 8 столбиков без накида. 1, 6. Одна воздушная. Повернулись. В 4-ю петлю столбик без накида. А всего нужно провязать 7. 1, 7. Одна воздушная. Повернулись. 31 ряд. Прибавка. Один и сюда второй. 5 столбиков без накида. И в этом ряду должно получиться 7 столбиков без накида. 1, 5. Воздушная петля. Повернулись. 32 ряд. В 4-ю петлю заходим. 6 столбиков без накида. 1, 6. Одна воздушная. Поворачиваемся. 33 ряд. Прибавка. Четыре столбика без накида. И в этом ряду должно получиться 6 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4. Одна воздушная. Поворачиваемся. 34 ряд. 5 столбиков без накида. В 4 петлю заходим. 1, 2, 3, 4, 5. Одна воздушная. Поворачиваемся. 35 ряд. Прибавка 3 столбика без накида. И в этом ряду должно получиться 5 столбиков без накида. Так, прибавка. Три столбика. 1, 2, 3. Одна воздушная. Поворачиваемся. Так, в 4 петлю. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Затем делаем одну воздушную петлю. Я буду считать столбик 1. Вы можете его не считать. И дальше делаем обвязку, как мы делали ранее. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Дальше в боковую часть. 6. Сюда в отверстие 7. В боковую часть 8. И так обвязываете. Значит, у меня по этому краю, я уже посчитала, получается 27 столбиков без накида. У кого-то может быть другое число, на одну больше петлю или на одну меньше, это уже не особо важно. Когда вы закончите одну перепонку, оставьте нить для пришивания. Так, закрепите. И вторую деталь вяжете точно так же. Теперь берем ребра крыла. Вот одно у нас короткое, другое длинное. Прикладываем. Так. И иголкой сшиваем. После того, как вы сошьете, вот, допустим, сшили, берем большое ребро и вот самый первый сгиб сюда пришиваем. Причем смотрите, как пришивать. Вот у нас большое ребро, потом покороче и внизу самое короткое. Вот в таком порядке. Так, вот я их сшила. Теперь располагаем вот таким образом. Вот большое, маленькое. И вот это ребро вот так ставим. Вот сюда, в угол. Булавками прикрепляем. И вот у меня нитка осталась. Ниткой буду пришивать. Так, после того, как я вшила два ребра этих, вставила перепонку большую, наколола иголками и буду пришивать. Когда пришьете одну перепонку, так, берете следующую, прикладываете вот так.
и сюда прикалываете. Прикалываете тоже булавками и пришиваете. Перепонки не будут натянутыми, не переживайте, они будут в складку. Поэтому все войдет спокойно. Затем берете маленькую перепонку. Так, смотрим. Вот большая сторона. Укладываем сюда. Соединяем опять булавками. И затем эту сторону. Вот эта сторона немного будет уходить за сгиб. То есть не в сгибе останется, а немного так вот по прямой. Вот. Немного уйдет туда. Теперь я вам хочу показать, в каких местах я пришивала крылья. Так, крылья пришиваются над передними лапами. Вот голова. Вот передние лапы. Вы приколите крылья. Вот здесь тоже над передней лапой. Сгибы совместите. Направьте крылья так, как вам хочется. Все это булавками приколите. И посмотрите, если вам понравится расположение крыльев, то можно пришивать. И затем здесь тоже соединить. В связи с тем, что в этих частях находится проволока, форму можно придавать любую. Ну, вот вроде бы и все, что я хотела рассказать. Чешую я уже не стала делать. Ну, можно. Можно связать крючком. Есть такой узор, кожа крокодила или крокодилья кожа. Вот можно ее связать и пришить. Можно взять пайетки. У меня, правда, вот такие. Есть побольше зеленые, но я не нашла. Это желтые. Вот. Можно пайетки пришить вместо чешуи. Вот сюда. Ну, там вы можете располагать, как вам понравится. Ну и вот такой дракон у меня получился. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.